То есть, Вадим, получается, ты допускаешь, что, ну, потомки, ну, давай скажем, динозавров, ладно, динозавров, которые в мифологии могут быть называться драконами, они не просто могли дожить до сегодняшних дней, но, может быть, информацию о недавнем прошлом этих реликтовых существ, ну, для нас они уже реликтовые, потому что они официально вымерли. В первую очередь можно искать в сказках и мифах, потому что, похоже, сказки и мифы, которые вот мы с вами читаем, они отражают реальные события, которые происходили буквально 200, 300, 400 лет назад. Вот согласны вы с этим утверждением? Ну и своими словами. Я убежден, что я убежден, что ни одна сказка, ни один миф не родились на пустом месте. Некоторые из них составлялись, не придумывались, а пересказывались прямыми очевидцами, но большая часть мифов и сказок — это многократно пересказанная, может быть, потерявшая при этом пересказе конкретику и отдельные фактологические детали, но тем не менее реальные истории, пусть не настолько гротескно сказочные уже в изложении современных сказочников, а кто их еще пересказывает, кроме нянечек и взрослых писателей, которые играют в сказочников. Но тем не менее, сказка-миф, но в ней намек, я убежден, это не пустые слова, и большая часть, пусть не все, но большая часть сказок и легенд, в том числе и о сказочных драконах, есть суть некие, может быть, реальные события, может быть, отголоски реальных событий, но суммированное представление об этих сказаниях, легендах и сказках дают нам полное ощущение, что эти встречи с ящерами, ящероподобными существами происходили, если не по всей планете, то, по крайней мере, у большинства народов они происходили с разными последствиями, с разными сценариями, от дружеского общения, от дружеского сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества, до очень ожесточенных схваток «не нажись, а насмерть». И следы этого дружеского и недружеского общения можно найти, и мы ищем их, и встречаем не только где-то, как кажется, там, только на Востоке, где существовал сам культ этих самых драконов и летающих, и ползающих разных всяких ящеров, но и встречаем на нашей родной земле, где периодически на разных территориях мы встречаем могилы ящеров, могилы Змея Горынычей, мы встречаем змеевые валы, так называемые. Мы видим огромное количество отсылок наших не столько легенд, сколько летописей к историям взаимоотношений, истории борьбы, истории выживания человеческого вида, существующего одновременно, может быть, с вырождающимся, может быть, с редким, но тем не менее, так сказать, с реально существующим биологическим видом, который, в общем-то, не давал нам покоя, точнее, нашим предкам не давал покоя и заставлял, так сказать, выживать в условиях взаимоотношения с этой средой. Считать, что наши предки грезили какими-то фантазиями, буйными горячками и слишком были мечтательны и воображали не весь что, конечно, было бы глупо. Тем более, что говоря о наших предков, я имею в виду действительно всех землян. То есть этой тенденции было подвержено все человечество. Сговориться все вместе и сказать: а давайте мы немножко потроллим, поиздеваемся над нашими наивными потомками. Я думаю, что такой задачи никто не ставил и ставить в принципе не мог. То есть, следовательно, хотя бы на основе косвенных данных, под косвенными данными я понимаю полную глобальную распространенность древних знаний о ящерах, причем о ящерах знания были достаточно похожи и схожи друг с другом на разных континентах, при полном отсутствии тогда связи между этими континентами.
Хотя бы это напрямую или косвенно говорит о том, что знания о ящерах, встречи с ящерами имели место быть. Это была полная реальность. Признав это, мы на самом деле не признаем какую-то антинаучную или бредовую, как может показаться какому-нибудь стороннику очень жесткой исторической парадигмы, не допускающей никаких отклонений в сторону, хотя бы потому, что на самом деле это допущение не предусматривает, не имеет ответа на вопрос, что это были за ящеры, откуда они взялись. Рассматривать, для ответа на этот вопрос нужно рассматривать как минимум несколько версий, как минимум, начиная от чисто биологической, зоологической, да, это некая, так сказать, некие потомки там, динозавров или древних реликтовых ящеров, которые там случайно или не случайно дожили в каком-то небольшом объеме, небольшом количестве, и вот, так сказать, досаждали нашим предкам. Это могут быть какие-то смешанные биолого-физические или физико-биологические версии, как то, например, действительно существование хрономиражей, то есть передача изображения не только через пространство, но и через время. Мы знаем немало примеров существования таких хрономиражей, буквально вот на нашей памяти. Это реально существующее физическое явление, при котором можно увидеть события давно минувших дней, какие-то древние битвы, какие-то события, которые имели место быть там десятки лет назад, может быть сотни. Я допускаю, что ограничений по периоду не существует. Мало того, я допускаю, что это явление носит разносторонний характер, и часть событий, которые мы представляем себе как события сегодняшнего дня, там, полеты каких-то летающих тарелок, тоже могут являться реальностью, но реальностью другого времени. Это может быть наши аэрофлотовские линии, которые летают в каком-нибудь 22 веке по маршруту Москва-Калуга. И вовсе пассажиры, и пилоты сидящие, или роботы, сидящие в этих тарелках, даже не подозревают, какое неудобство вот они приносят возбужденным уфологам века 20 или 21. Ты упомянул интересную вещь, одну как раз, невзначай. Вот Змеево Валы действительно совершенно непонятная оборонительная структура, тянущаяся по некоторым данным от 1500 до 2000 километров. Да. Официальная наука говорит, что якобы это были оборонительные сооружения от татаро-монгол и еще каких-то степных кочевников. Ну, так вот, бытует мнение, что вот Змеевы Валы, которые у нас притянулись как раз вот там у нас ближе к Украине и Крыму, это не система обороны от каких-то там непонятных кочевников, а опять же оборонительная система, только уже не 500-600-летней давности, а более древняя, которая может быть 1000 лет, и оборона-то велась не против себе подобных людей, а вот, как ты правильно сказал, от некой, может быть, уже вырождающейся, полууничтоженной, но все еще грозной расы вот этих вот драконов, которые, кстати, опять же, по твоим фразам я совершенно согласен, похоже, были к тому же еще и разумными. Я убежден, что Змеевы Валы и существование рядом со Змеевыми Валами могил змеев, есть и такие, это не просто дань некой такой сказочной реальности, что какая-то роль змея или змеев в создании этих валов, безусловно, была. Да, по легендам, с помощью змея эти валы якобы и строились, но, может быть, эта версия, кажущаяся сказочной, не так далека от истины. Может быть, это было некое союзничество, некое взаимополезное сосуществование, может быть, использование, как сейчас мы используем домашний скот и домашних животных, скакунов, тоже, что можно тоже назвать таким совместным сосуществованием. Одним словом, как все происходило сейчас, спустя столетия или тысячелетия, а возраст змеевых валов явно занижен, хотя бы потому, что в обозримом, известном нам летописном прошлом им просто нет места, потому что защищаться тогдашнему государству
вроде бы было неоткуда, если бы такая необходимость возникла, то для создания таких циклопических сооружений, сопоставимых по своей величине с Великой Китайской стеной, с точки зрения наших слишком скромных историков, для строительства такого циклопического сооружения просто не могло быть ни государства, ни народ, ни нужного количества народа, ни нужного количества организованным государственным каким-то вот контролем, движением. Этого не могло существовать. Просто потому, что, согласно официальной истории, государства того периода были, ну, мягко выражаясь, слишком дикими и слишком неорганизованными, которые максимум, что могли сделать, это засеку вокруг своей деревни, и на этом, так сказать, их организация и заканчивалась. В то время как явно бросающийся диссонанс с этой версией истории о диких наших предков, эти змеевые валы, так сказать, просто лезут в глаза, и только слепой их может не замечать. В любом случае, змеевые валы и змеевые могилы, то есть места захоронения змеев, в том числе, к слову сказать, даже на набережной, на берегу Днепра в Киеве, вот эти отсылки, упоминания к змеев, они говорят о том, что мы в понимании своей истории не продвинемся, наверное, слишком далеко без понимания роли и места змеев в нашей истории. Я против того, чтобы идти на поводу таких легких версий голливудского пошива и представлять историю как некий, так сказать, страшный, терроподобный, конспирологический сценарий схватки между некой расой рептилоидов и расой землян. Это слишком примитивно и слишком убого. Но точно так же я против версии о том, что мы есть цари природы, и ничего другого, кроме нас, любимых Homo sapiens, вокруг нас быть не может. А все, что вокруг нас существует, твари бессловесные, есть суть неразумные животные. То есть и до нас за миллиарды лет существования на Земле могли существовать, может быть, уже погибшие, может быть, все еще существующие какие-то там, какими-то своими угасающими ветвями цивилизации. И эти цивилизации, разумные, я имею в виду цивилизации, вовсе не обязательно должны были занимать те же ниши, что и мы. Вовсе не обязательно, даже скорее совсем не обязательно они были бы похожи на нас. Это могли быть и вполне возможно морские животные, это вполне могли быть воздушные животные, это вполне могли быть и ящероподобные животные. Хотя бы на том основании, что природа, эволюция для отшлифовки, отработки этого материала имела времени гораздо больше, на порядке больше времени, чем на отшлифовку нашего любимого нами вида под названием Homo sapiens. То есть если мы такие умные, как считаем, от обезьяны до космического человека космического будущего, прошли расстояние за какие-то там несчастные, кто-то говорит сотни тысяч, кто-то даже тысячи лет, в любом случае, с точки зрения эволюции, это мгновенный скачок. Смеем ли мы, такие разумные, утверждать, что природа, совершив такой грандиозный эксперимент под названием «Человек разумный», ничего подобного и близко не совершала за 4 или даже больше миллиардов лет на Земле. Наверняка делала, и наверняка мы не первый эксперимент. Наша задача лишь увидеть хотя бы последствия этого эксперимента. Может быть, название этого эксперимента и будет называться когда-нибудь «Ящер разумный». А может быть и нет.
В любом случае мы не смеем отрицать даже саму версию этой фантастической гипотезы до тех пор, пока не установим истину.